Всем добрый день! Это видео о том, кто хочет себе купить профессиональный электродержатель, держак так называемый, для ручной дуговой сварки, но не знает какой. Потому что в интернете их большое количество, они различаются по модификациям, по амперажу. И сейчас я расскажу, какие они вообще бывают, и в конце этого видео скажу, какой самый нормальный электродержатель, какой держак стоит покупать для ручной дуговой сварки. Вообще электродержатели делятся на два типа. Это универсальные и специализированные. А по методу фиксации электрода они делятся на зажимные, это обыкновенная прищепка в простонародье, и на винтовые, где мы закручиваем, чтобы удержался электрод. Ну так вот, самый хороший электродержатель, которым я пользуюсь, который пользуются профессионалы, это ESAB Handy, он винтовой. Он на 200 ампер, ну бывает на 100 ампер, на 300, там, на 500 ампер. Это электродержатель винтовой, который мы можем фиксировать электрод, как вставлять вот так, также и под 45 градусов. Этот электродержатель, он маленький по массе, он удобный, он легкий, он ну вообще отлично держит электрод. Но также есть у него минус. А минус заключается в том, что если полгода им пользоваться, то после полгода у него этот элемент фиксации начинает выходить из строя. Но электродержатель это расходный материал. И каждые полгода, опять же, это нормально покупать там держак себе другой. Вот сейчас на данный момент, там, не знаю, 99% всех аппаратов сварочной, все сварочные аппараты для ручной дуговой сварки, в комплекте к ним идет электродержатель прищепка, где мы зажимаем. Ну, там, так вот, зажимаем, и электрод у нас держится. Почему такие электродержатели поставляют нам в России? Да потому что они самые дешевые. А ESAB Handy этот стоит около 1000 рублей, чуть дешевле там. Вот ESAB Handy это профессиональный электродержатель. Я когда раньше работал сварщиком, ездил по вахтам и работал в нефтегазовой отрасли, в строительной отрасли. Я ездил был на таких стройках там в Петропавловск-Камчатске, в Магадане, в Якутии, в Норильске, на Сабете. И мы всегда на трубе использовали именно вот такой вот винтовой электродержатель. Потому что, как я уже говорю, он легкий, он компактный, с ним удобно сваривать, в руке он практически вообще не чувствуется. Это профессиональный электродержатель. Опять же, в различных компаниях, по идее, должны выдавать электродержатели. И естественно, там на самодельных нельзя работать, когда там трубы идут под рентген, когда очень серьезные требования. Но это все в теории, и как получилось на практике, мы все время с собой просто брали там каждую вахту. И каждые полгода я просто покупал новый. Я в конце этого видео прикреплю фотографию, вот про какой электродержатель ESAB Handy я как раз и имею в виду. Какие еще у него плюсы? А плюс у него еще заключается большой в том, что он полностью изолирован. И ты когда свариваешь какую-то трубу, либо какую-то конструкцию, и рядом что-то еще есть, ну, то есть очень мало места, то есть ты электродержателем не сможешь задеть до там, другой конструкции, не произойдет короткое замыкание. То есть тут в этом большой плюс, опять же. В принципе, наверное, все по электродержателям. Тут нужно понимать то, что их большое количество в тех сварочных аппаратах, которые сейчас продают для ручной дуговой сварки, они, ну, честно, они большие, громоздкие, неудобные, эти так называемые прищепки. Там центр тяжести, центр массы совершенно как-то по-дурацкому устроены. А если хотите нормально сваривать, неважно, трубу, там, не знаю, в профессиональной сварке использовать, там, на металлоконструкциях, либо там у себя дома, на даче, там, какой-нибудь гараж, ворота, мангал сваривать, гораздо удобнее использовать профессиональный держак. Так, ну, наверное, у меня все. Еще, наверное, самое интересное, и такой момент скажу от себя, то, что лучше не покупать там на 300, на 500 ампер, они чем больше, тем тяжелее, по массе больше. Лучше брать на 200 ампер, это более разумно. Да, наверное, все, как бы про держаки тут кустарного и колхозного производства я тут вообще не говорю, потому что, ну, это все колхоз, и изготавливать самому держак это самое последнее дело. Нужно пользоваться профессиональным инструментом, чтобы добиться хорошего качества. Да и все, в принципе. Ладно, всем большое спасибо, всего доброго, до свидания. Если есть какие-то комментарии, оставляйте под видео. До свидания.